Mohinirmukha Vajante Mam Vridavrataha. Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Комментарий о Божественной милости. В этом стихе объясняется, кто может подняться на трансцендентный уровень. Грешникам, атеистам, глупцам и лицемерам очень трудно выйти из-под влияния двойственности, то есть избавиться от желания и ненависти. Только те, кто в течение многих жизней соблюдал религиозные заповеди, совершал благочестивые поступки и освободился от последствий своих грехов, может стать на путь преданного служения и постепенно обрести чистое знание о Верховной Личности Бога. Со временем такие люди полностью погружаются в мысли о Верховной Личности Бога и входят в состояние транса. Так они поднимаются на духовный уровень. Достичь этого уровня можно, действуя в сознании Кришны и общаясь с чистыми преданными, ибо такое общение освобождает человека из плена иллюзий. В Шримад Бхагаватам 5.5.2 сказано, что тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена, должен служить преданным Господу. Махатсевам вимук. Тот же, кто общается не с преданными, а с материалистичными людьми, прокладывает себе дорогу в темнейшие сферы бытия. Тамодварам, юшитам, санги, сангам. Преданные Господа путешествуют по земле с единственной целью – освободить обусловленные души из пленной иллюзии. Имперсоналисты не понимают, что, забыв свою изначальную природу, живые существа отказываются признавать над собой власть Верховного Господа и тем самым совершают тягчайшее преступление против закона Бога. Лишь вспомнив свое изначальное живое существо, сможет постичь Верховную Личность и с решимостью посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Eshamantitam papam dhananam bhutkarmanam te dvandva mohanrutva bhajante mam vridavrataha. Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит под властью двойственности и с решимостью посвящает себя служению мне. Om Namo Vishnu Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivadanta Swami Namane Namaste Saraswatam Deve Gauravani Charane Nirvishesha Nivadi Vasachatyadi. In this verse, the path for spiritual elevation is explained. В этом стихе объясняется путь духовного совершенствования. That one doesn't jump immediately to the transcendental platform. Человек не может за одно мгновение, за один раз сразу прыгнуть и очутиться на трансцендентальном уровне. Not everyone's interested in spiritual elevation. Not everyone. Все интересно. As Prabhupada said, those who are foolish, those who are deceitful, those who are atheistic, those who are deceitful, they're not interested in spiritual life. Как Кришна упоминает в Бхагавад-гите, что глупцы, те, чьи знания украдены иллюзии, худшие из людей, those who are foolish, those who are deceitful, those who are atheistic, and those who are sinful. It's right there in the commentary. Как Прабхупада упоминает в комментарии, грешникам, атеистам, глупцам и лицемерам очень трудно выйти из влияния. In other words, the four kinds of sinful people that Krishna mentioned earlier. Иными словами, здесь упоминаются 4 типа грешных, неблагочестивых людей, которых упоминал Кришна ранее. Generally speaking, everyone is trained up to be one of those types of people. Говоря в общем,
практически все попадают в одну из этих категорий. The very educational system is meant to make people foolish. Образовательная система делает людей глупцов. Practically speaking, from the very beginning of life, people are trained to misidentify themselves with their bodies. Практически говоря, с самого рождения люди обучаются тому, чтобы неправильно отождествлять себя со своим домом. They think that the whole purpose of life is to serve the senses. Они думают, что вся цель жизни заключается в том, чтобы служить чувствам. Without any other purpose of life, higher principle of life. Они знают каких-либо более высоких принципов и целей. Therefore, they're called mudha, or foolish. Поэтому их называют мудхи. In other words, they're in the mode of ignorance. Или находятся в дне ниже. And their general feeling throughout the whole examination. Общее чувство сопровождает их в течение всего ISCKON. They've been trained. This is the world of economic development and gratification. У нас сейчас есть мир экономического развития, направленный на удовлетворение чувств. With now knowledge about what the actual system of dharma is. Какова сейчас система дхармы, система религии? Without any fear that the purpose of human life, liberation from all the concept of life. Без какой-либо системы религии, системы без дхармы, направленная на удовлетворение. Yeah. No. People think the whole purpose of life is economic development. You know, get money to gratify their senses. Думаю, цель жизни заключается в экономическом развитии, это чтобы заработать и направить на удовлетворение чувств. They don't know what the principles of religion are. Они не знают религию. They think religion is just some official designation. Они думают, что религия это нечто официальное для них. They think if they were born in some particular religion, then they're religious. Они думают, что они родились в определенной различии, имеют какое-то отношение. Значит, не религиозно. They don't have to learn what principles of religion are. Они не нужно изучать принципы религии. What to speak of fault. Что может быть о том, чтобы следовать принципам? They can break all the principles of religion, still declare themselves religious. Они думают, что надо нарушать все религиозные заповеди и все еще считать религиозными. Even if they follow some principles of religion, have they any idea what the purpose of religion has to be? И даже те, которые следуют принципам религии, они имеют ни малейшего представления о том, какова цель религии. They don't know that religion is meant to restrict people in the means of economic development and sense gratification. Они знают, что цель религии в том, чтобы ограничить людей в процессе потребления и развития, экономического развития. Real principle of religion is not allowed to open up slaughterhouses, kill thousands and millions, Системные принципы религии не разрешают открывать бойни и убивать десятки тысяч миллионов животных. or to build unlimited factories and contaminate the water and the air. Или строить бесчисленные фабрики, заводы и загрязнять воду и воздух. As if making money is the ultimate purpose of everything. Как если бы зарабатывание было конечной целью. And some or another gratifying senses. И так или иначе удовлетворение чувств. And many things for gratifying bodies, the tongue, the belly, and the genitals. Изобретая все новые и новые вещи, признанные, чтобы удовлетворять язык, желудок. People are very proud to live in a civilization where every year a new model car, new television, new computer. Люди считаются царизмом цивилизации, в которой каждый они усвоили новые машины, компьютера. But no knowledge about liberation from the concept of life. Но нет такого знания о том, как освободить из материализации жизни. So therefore the Kamudas are fools. Поэтому их называют мудхи или мудхи. And even a little sophisticated, they have some idea of religiosity. Даже у них есть какое-то внимание религиозности, есть определенные знания уровня. They're generally foolish. They're generally sinful. То в общей массе айоны. They seem to be ladies and gentlemen. Actually, they're engaged in all kinds of sinful activities. Они выглядят как джентльмены, но на самом деле они заняты разнообразными греховными деятельностью. They may become beasts. They give up eating apples. They become vegetarians. Даже если они становятся хиппи, прекращают есть животных и становятся вегетарианцами. But they can't give up illicit sex and Но intoxication. они могут отказаться от незаконного секса и от психосы. Even if they belong to the so-called religion, they can't give up eating animals. Да, если принадлежат к той-иной религии, они не могут отказаться от потребления мяса. So they're proud, they're a little bit above those foolish people. Они могут немножко гордиться тем, что они слегка выше, чем все остальные глупцы. They may make plans for economic development. Могут быть огромные планы по экономическому развитию. But they're sinful, they're not at all attracted to it higher than sense gratification. Но сколько они греховны, и привлекают нечто больше, чем просто удовлетворение чувств. Krishna says, Bhagavad chapter 16, number 11-12. Chindam aparayam shapralayam amulashidya, kama pabodharam, ikavam iti nisya, agabhaya shishparana, kama krodarayana, ihanti kama bodhara, anyanartasana. Кришна в 16 главе, 30-12-17. Они уверены, что главным смыслом человеческой жизни являются наслаждения. Поэтому их касательно следует бесконечные страхи и тревоги. Запутавшись в сетях сотен желаний, сминая вожделением и гневом, они всеми видами правдами бывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворить свои чувства. Поэтому бывает надо. And then, sometimes they even people to be so-called knowledge. Иногда люди культивируют так называемое знание. But their knowledge is all mental speculation. Но все знание это просто тайные спекуляции. Therefore they're called deceitful. Поэтому их называют Deceitful. Say the purple section. This one is the fourth. This one after the There's sinful, atheistic, foolish, deceitful. Поэтому называют верами. So such speculators, they don't actually accept the scriptures. Такие люди с ментальными спекуляциями не заинтересованы в получении высшего знания. They think by their mental speculation discover that they're something with. Я думаю, что просто размышлением своего они сами дают чего-то. Talk about Pratishtha,
Their arguments end. Ихние аргументы никогда не учатся. They only accept higher authority. Они признали высокий авторитет. They think themselves to be the authority. Они считают сами себя авторитетом. So their intelligence, Maya Prithyana, has been taken away by illusion. И ихний разум правильный. Others who are atheists, Есть другие атеисты. they declare that there is no God. Они провозглашают, что нет. They give no reasons why there can be God. Они не приводят какие-то да, не почему нет. They can't explain how the universe has been created. It's such an organized way. Они могут объяснить, почему, каким образом, таким организованным образом строится этот окружающий мир, космос. They can't explain the obvious intelligence behind the universal affairs. Они не могут объяснить очевидный разум, который стоит за всем тем, что происходит. They just demand that everyone accept that there is no God. Они просто требуют, чтобы все приняли, что Бога нет. Or as Krishna says in 16:9, Как Кришна говорит, 16:8. Asatyam abritam te gado vraniram aprajram sambhutyam kinakahakam. в стихе 16. Обуреваемые беспокойствами, тревогами и опутанными тями заблуждений. Демоны чрезмерно привязываются к чужим удовольствиям и в конце концов попадают в ад. Убежденные в этом, лишенные разума, потерянные для самих себя, демоны поглощены пагубной греховной деятельностью, ведущей в разрушение мира. Поэтому человеку необходимо отказаться от их умонастроений, правильно. Кто хочет продвигаться по пути духовной жизни, в первую очередь необходимо следовать принципам религии. По крайней мере, это регулирует свою деятельность. Человек не должен просто следовать за тем, что говорит ему его ум. И пытаться удовлетворить потребности чувств, то, что они требуют ему. Человек должен работать, действовать под руководством авторитета. Вся эта идея, что мы тела, что мы просто должны здесь наслаждать свои чувства, она приводит человека к все большим проблемам, все к большему и большему ждению. Проблема в том, как сказал Прабхупада, в западном мире мы не боимся майи. Мы воспитаны таким образом, что думаем, что майя, она очень хороша. Мы иногда даже думаем, что мы несчастны, потому что майя мало, надо больше. Even the devotees think that if there are only 3 regular principles at the time of initiation, it would be better. Even devotees think that if at the time of initiation there are 3 regular principles, it would be better. Даже некоторые преданные думают, если бы в момент инициации давать обет соблюдать 3 регулирующих принципа, было бы лучше. No meat, то есть мясо, no, рыба, no eggs. И яйца. Because we've been trained up that gratifying the senses, happiness. Потому что люди, они учены тому, что счастье – это удовлетворение чувств. So even when things like that, still there has to be some relation to the senses. Даже если человек так и думает, все равно чувства должны быть отрегулированы. It says, Yudahara arasya yukta chetas karmasu, yukta swapna vodasya yoga bhavati yuknaha. Atnashnatasya yogosti, nachakanta manashnata, chakti svachilasya jagato chaiva arjuna. Checks. Around 13. Let's say 13. 13 and 14. Yeah. What is it? About the yogi who should concentrate. No. Try 16. Arjuna, the man will never become a yogi if he is overeating or... У Арджуна, человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много, или слишком мало, спит слишком много, или спит недостаточно. Тот, кто мерен в еде, сне, труде, отдыхе, может, занимаясь силой, избавиться от материальных страданий. Yogi ni vihamanasa yogi vigata manasa. What's the next one?
the word one after the ones you just read. It is Yada Yadam Chittam Atmani. That's a good next. Okay, so one before it Before. Injane Vam Sadatmanam Yogi Vigatamanada Sanstrena Sam Yogina Samsparsham Adhyatma Sukamashnude. 15. Injane Vam Sadatmanam Yogi Vigatamanasa. What's the next word? Shantim Nirvana Param Matsamsta Adhigachati. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йогик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает Бога. So Krishna says, Yunjane Vam Sadatmana. So, yogi vikha manasa. So one has to control the mind. Кришна в этом стихе говорит, что человек должен контролировать свой ум. So how do we control the mind? Как мы можем контролировать ум? Well, we can't accept everything the mind tells us. Мы не должны принимать все, что нам ум говорит. Actually, we're servants. Вообще-то мы слуги. So and the senses, the mind are dictating to us. И нам либо ум с чувствами диктует, But one has to accept higher authority. Либо высший авторитет. Человек должен принимать высший авторитет. The animals, when their senses and mind dictate to them, they have no choice but to follow their dictation. У животных именно ум и чувства диктуют, что делать, и у них нет никакого выбора. But human beings, if they have knowledge, they can decide what they can accept higher authority and desire to follow that, to serve that higher authority. Но у людей есть знания, и они могут решить принять высший авторитет и следовать ему. So our method is to engage our senses in Krishna's service. Our method is to engage the senses and the mind in Krishna's service. Наш метод заключается в том, чтобы посвятить свои чувства, занять, вернее, свои чувства и ум в служении Кришне. So we eat prasadam. Мы едим прасад. But we don't eat prasadam up here. Но мы не наедаемся по горло. We sleep. Мы спим. But we don't sleep the whole day. Но мы не спим день. And then Krishna says that not only we should regulate the senses, but we should do something positive. Так Кришна говорит, что не только мы должны упорядочить свои чувства, но также и делать, занять себя в позитивной деятельности. That every activity is exactly the same. It doesn't matter what we do. It's not that we should think. Мы не должны думать, что любая деятельность равнозначна. That every activity is exactly the same. And that we can do anything we want. И что мы можем делать все, что мы хотим. And we'll get the same result. И получим при этом тот же самый результат. No, there are activities that are sinful. There are activities that are pious. Нет, различается греховная деятельность и благочестивая деятельность. Not that probably one time the GBC was making big plans to control the society. GBC? Yeah. Однажды GBC был очень большой план по тому, как контролировать общество. They were going to centralize all the temples. Они хотели создать централизованную систему из всех храмов. And probably he dissolved the GBC. He dissolved, which is he dismissed. И Прабхупада отверг это предложение. And said, is GBC making all these big plans? Вместо того, чтобы GBC разрабатывать все эти большие планы. But I see that they're not even seeing whether or not the devotees wash their hands before they eat. Прабхупада говорил, я вижу, что некоторые даже не моют руки перед едой. Not that we look at our hand, it looks pretty clean. Или вот так вот смотрят на руку и говорят, ну, достаточно чисто выглядит. Why washing? Зачем мыть? It's so far away. Так далеко надо ходить. Take an extra 10 steps Это before I еще eat. целых 10 шагов надо сделать. And then after you eat, А после еды? oh, it's pretty clean. Ну, достаточно все-таки чисто. No, so one has to act piously. Нет, человек должен действовать In the благочестиво, mode of goodness. находясь в гуне блага. Then probably writes that one can conquer sinful activities, sinful reaction. И Прабхупада пишет далее, что таким образом человек может победить свою греховную деятельность и греховные реакции. Learn tolerance. Научиться терпению. That our sinful reactions are coming at all kinds of problems coming to us.
Наши последствия наших греховных только проявляются в нашей жизни как всевозможные проблемы. Болезни, разные неудобства, какие-то задержки. Человеку необходимо терпеть это. В то же самое время он должен сосредоточить свой ум на Кришне. One who restrains his senses and fixes his consciousness upon is known as a man of steady intelligence. Того, кто, отстранив чувства от материальных объектов, держит их в повиновении и сосредотачивает ум на мне, называют человеком с общим разумом. In other words, unless we appreciate the opportunity to think about Krishna, иными словами, если мы ценим эту возможность слушать о Кришне, according to Krishna's directions, в соответствии с наставлениями Кришны, then become devotees, one is not really on the path of becoming a devotee. то человек действительно находится на пути становления преданным. The devotee first of all accepts that I have to find out what to do to serve Krishna through representatives. В первую очередь преданный задает себе вопрос, что я должен быть для того, чтобы служить представителю Кришны. And if I act according to Krishna's representatives, если я буду действовать в соответствии с указаниями представителей Кришны, то тогда я буду помнить умонастроение буду находиться в разлуке гопи с Кришной в Вриндаване. Умонастроение без спутников Кришны. And that way, whatever service I'm doing, I'll be doing in Krishna consciousness. И таким образом, что бы я ни делал, каким служением занялся, оно будет находиться в сознании. And actually, to some degree in Krishna consciousness, one can remain aloof from the reactions of one's sinful activities. Если человек находится в сознании Кришны, то тогда на него aloof means he destroys the... No, aloof, detached. Тогда человек не привязан к последствиям своей греховной деятельности, которая приходит к нему. Chapter text 42. Evam bude parambasam sadhyanamatmana hikshatramahavaho tamrupam drashya. Thus knowing oneself to be transcendental, the mental system mind and intelligence should control itself a higher. 343. Chapter 43. Thus knowing oneself to be transcendental, control senses, mind and intelligence, one should control the lower self by the higher, and thus by spiritual strength conquer the sensational enemy known as lust. Могучие руки Арджуна. Осознав превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью духовного разума, погруженного в сознание Кришны. И таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага, вожделения. Иными словами, если мы находимся под влиянием внутренней энергии Кришны, тогда нас не задевает внешняя. And if we're not in the internal energy, we're going to be sooner or later victims of the external energy. Если же мы не находимся под влиянием внутренней энергии, то рано или поздно мы станем жертвами внешней энергии. Yatara pankaja palasa bhaktya kamashaya grahitam uranti shanda tanarita yatayo yatayopura juto yastamarinam bhajam vasudevam. Chapter 5, text number 56. Purport. Yadpada pankaja lasta vilasya bhaktya kamashayam rahitam ugratanti shanta tavanarita yatayo yuruda shuto ganasamaram bhaja vasudeva. Поклоняйся Верховному Господу Васудеве, служа Ему с любовью и преданностью. Даже великие мудрецы не способны сдержать порывы своих чувств так же успешно, как это делают те, кто верит в неземное блаженство служения лотосам Господа. И тем самым изжил в себе глубоко укоренившееся стремление к корыстной деятельности. Then, if one can conquer simple reactions, we can actually get realization of what real knowledge is. Если человек может победить греховную реакцию, тогда он сможет воспринять истинное знание. Or we can accept real devotional service. Мы можем принять по-настоящему преданное служение. Not serve Krishna to satisfy our senses, but serve Krishna out of love. Не служить Кришне для того, чтобы удовлетворить в конце концов свои чувства, но для того, чтобы просто проявить любовь. Then gradually real knowledge will come. Постепенно появится истинное знание. One will realize oneself different from the body. Человек осознает отличие от тела. One will see how Krishna is controlling everything. Когда он увидит,
как на самом деле Кришна все контролирует. We'll see how Krishna lives on the spiritual platform of love and devotion. Он видит, как Кришна находится на духовном уровне преданности. And then one can gradually meditate and trance on Krishna. И затем человек сможет медитировать в трансе на Кришну. In other words, we should actually learn the science of Krishna consciousness. Иными словами, мы должны учить науку сознания Кришны. Under the influence of illusion, we think we are everything. Под влиянием иллюзий нам кажется, что мы и так уже все That's called ignorance. невежество. We think it is not so important to become Krishna conscious. Мы думаем, это не настолько важно, чтобы становиться сознающим. What's important is to get a nice place to sleep. А вот что важно, так это найти себе хорошее место And something nice to eat. для сна и хорошую еду, чтобы ее съесть. And Krishna can help. He's nice. Если Кришна помогает, то он хорош. Otherwise, there's no real sense of becoming Krishna conscious. А иначе какой смысл быть сознающим? We think that this material life is really life. Мы думаем, что это материальная жизнь по-настоящему. But actually, it's just a shadow of life. Но материальная жизнь является лишь тенью настоящей жизни. But with this human form of life, we can utilize it to gradually advance the path to Krishna consciousness. Но находясь в человеческом теле, мы можем употребить ее, чтобы постепенно стать сознающим. But unless we know what the path is, we won't know forward or backwards. Если мы не знаем пути, куда идти, то мы не будем знать, куда мы идем, в нужном направлении или в противоположном. We don't know if we're advancing towards the ultimate goal of constantly thinking of Krishna in separation. Мы не будем знать, прогрессируем ли мы к конечной цели, чувству разлуки с Кришной, чувству любви к Кришне в разлуке. The ultimate goal of life is to think of Krishna constantly out of love and separation. Конечная цель жизни — это постоянно думать о Кришне, о настроении любви и луки. Rather than getting free from a few problems, insignificant problems. А не то, чтобы избавиться от каких-то нескольких незначимых проблем. Getting a little security or popularity. Приобрести немножко популярности и безопасности. Not that finally reach the goal of life. И вот, наконец-то, цель жизни. I got a wife or husband. Вот у меня появилась жена или муж. My life is progressing. И моя жена прогрессирует. Life, not wife. И поэтому моя жизнь прогрессирует. Now I've gotten a car. Вот, наконец-то я заполучил машину, A job. работу. Now we're expanding. Our life is expanding. Вот сейчас происходит расширение моей жизни. I don't have time for Krishna consciousness anymore. И у меня уже нету времени на сознание Кришны. Krishna's filled all my desires. Кришна удовлетворил все мои желания. So I should see that gradually I'm learning that I'm controlling my senses, Постепенно relating my senses. Кришна должен увидеть, что я постепенно привожу к порядку. The things that are positively advancing consciousness. Я влюблен в позитивные вещи, которые прогрессируют на Кришну. I'm becoming more tolerant. Становлюсь более терпимым. I'm seeing that the devotional service is important. Я понимаю, теперь нужно книжку важно. That I'm actually enthusiastic with the deeds. Я по-настоящему энтузиазм поклонения, что Can't stay with the devotees to make the atmosphere spiritual to preach. чтобы создать духовную атмосферу проповеди. Shri Madhava Bhagavad В течение всего Бхагавата Бхагавата. I don't know that dancing around yet. Они так, 5 нового дня, 16 год. Can't wait to get around stuff. Я могу дождаться, когда они Then I будут. eat. Когда же я не есть. Another day these books again. Опять они. Hear this full philosophy. Сколько нужно от вас вообще? Let's read the news and find out what's really going on. Давайте почитаем журнальные лекции, и что на самом деле происходит. We ask about the process of devotional service. И мы должны исполнить энтузиазм в исполнении церкви. Then we have to concentrate our minds in Krishna. И человек нам должен сосредоточить свой ум на знании Кришны. We have to hear philosophy and understand. Чтобы он на самом деле мог слушать и понять эту философию. And then ride the platform where we're always feeling inspiration from Krishna. Затем выйти на уровень постоянно разумный. Actually, no, we're actually from Krishna. Let's say. Но в каком смысле мы не всегда разрушены. But we think about service, we have to go to Krishna. Мы думаем, что мы хоть вспомнить нужно конкретный ум и понимать Кришну. I know I'm not his body. Я знаю, что я не Krishna's God. Я знаю, что We я all have to. вот это все же не важно. Say one more thing. Просто откройте мне еще ночь, One job. когда просто. That's the only other thing I had. Вот это одно последнее, что я знаю. And one more thing. Ну, вот это вот. When's the time to go to sleep? Когда мы будем спать? So we have to learn the science. Как я сказал, надо изучать науку. See what platform I'm on. Видеть, на каком уровне. And what do I have to do to come to the next level? И что мне необходимо сделать для того, чтобы подняться на следующий уровень. Because after all, the only thing we can really gain in this human form of life is Krishna. Потому что в конце концов, единственное приобретение, которое мы можем получить здесь в человеческой форме жизни, это Кришна. If we don't become Krishna, we try to become Krishna conscious in this Если life. в этой жизни не приложим серьезных усилий для того, чтобы осознать Кришну. The only thing our activities will bring us is another body. Единственное, к чему приведет вся наша деятельность, это будет просто еще одно тело. Another life is struggle. Еще одна жизнь в борьбе.
But as Kali Yuga advances, the struggle will increase. Но поскольку Кали-юга, она прогрессирует, то эта борьба также будет усиливаться. Now in material society things have gotten bad. Now in material society things are bad. Сейчас дела в материальном обществе, материалистичном обществе плохи. But we have to kind of take another body. Things will be worse. Нам придется вернуться сюда следующий, то все еще гораздо хуже. And even if we stay here till the end of Kali Yuga, then at the end of Kali Yuga, there are only little people left. То в конце Кали-юги самка маленькие. There's no food left. Еды There's no rice. There's no ничего не ценится. no vegetables or fruit. Не будет ни фруктов, ни фруктов, ни овощей. People just eat each other. Люди просто будут поедать друг друга. And they especially like eat devotees, И в основном нравится, because devotees are offered to Krishna. потому что преданные, они предложены Кришне. So we're devotees at the end of Kali Yuga, people looking before us. Поэтому, если вы будете на вас будет идти охота. Not surrender to us, Не для того, чтобы вам предаться, but to eat us. но для того, чтобы вас съесть. So that would not be very pleasant. Это может быть не так приятно. Even if they kill eat us, they offer us Krishna. Даже если они нас поймают и убьют, то Кришне не придут. We'll be boga. Мы не входим. So better to take Krishna time seriously now. Поэтому сейчас серьезно воспринять сознание Кришны. У вас есть пути. В самом начале, если что для того, чтобы будучи совершенным, они могли придумать, да, а когда они период такой, как совершенство как бы сразу же, из преданности, непрерывного и беспринципного служения, как в таких ситуациях. In the beginning of your you mentioned that it takes time to become twins for that time is needed. But what if one devotee happens to be in such a situation that surrounding devotees are expecting from him to show the signs of pure devotee now, unavoid and uninterrupted? Yeah, But he is not. Just imitate. Просто тогда творять. Yoga, then yoga will help. Значит, тогда вы будете вас, Everyone else will go with you. остальные с вами. At least I'll have devotee association Ну, now. по крайней мере, у вас будет общение с преданными вами. Все? Есть еще? Да. You mentioning the attempt of GBC to all the temples. What did you mean? Properties or authority? All the authority, all the finances. Речь шла о финансах. Все? Да. Вы сказали, что век прогрессирует все хуже и хуже. А золотой век это не исключение? You mentioned that Kali-yuga would prevent things being worse and worse, but isn't the golden age? Может быть. It doesn't look like very gold so far. Ну, пока что золото не особенно, не видно пока. Не факт золота. Maybe a golden age for those who chant Hare Krishna. Может быть, для тех, кто будет повторять Харе Кришна, But Kali Yuga continues. золотой век. Но, в общем, Кали-юга, она будет продолжаться. Just like when it's raining outside. Как, например, сейчас идет дождь. Those who are intelligent take an umbrella, Разумные люди берут зонтик. so they're not so much affected by the rain. Таким образом, дождь не сильно на них влияет. So then you can apply umbrella Снабдил нас зонтиком по имени Святого, protect us from the Kali Yuga, the rain of Kali Yuga. чтобы защитить нас от дождя Кали-юги. But many people won't take the umbrella. Но множество людей не возьмут зонтик. The Kali Yuga goes on. Тогда продвигаться, ухудшаться Кали-юга. Especially we can see there may be some Sankirtan movement going on. В особенности мы это видим, когда идет движение Харинама Санкиртана. Insignificant compared to the degraded Kali Yuga. Сейчас это движение, оно недостаточно его сопоставить с уровнем деградации, который It may происходит. take some time before the Sankirtan movement becomes powerful enough to pass the Yuga. И понадобится какое-то время, чтобы движение Санкиртана разрослось, набрало силу и смогло противостоять влиянию Кали-юги. Tatastra nudinam dharma, satyam, socham, dhamashama, kalayam balina natayo balam smriti. Srimad Bhagavatam, 12th canto, chapter 5, section number 2. Это Шримад Бхагаватам, 12-я песня, 5 глава, 2. Srimad Bhagavatam.
12 же не переведешь Tasyanudinam dharma. Day after day, religiosity will decrease. День днем религиозность будет возрастать. Tasyanudinam dharma satyam socham Чистота, правдивость, kama, tolerance, daya, mercy. терпение, милосердие. Kalina balina rajan. By the strong force of Kali Yuga. Под сильным влиянием Кали-юги. Balena kalina rajan. Nakshantya yor balam smriti. People's bodily strength and their memory will decrease. У людей будет уменьшаться сила как тела и сила памяти. So day after day we see things are decreasing. День днем мы видим, как это происходит. Она очень еще очень сильна. And who knows when Chaitanya Mahaprabhu's move is going to be powerful to actually interact with these influences. И кто знает, когда движение Господа Чайтаньи станет достаточно сильным, чтобы противостоять влиянию Кали-юги. Anything else? Еще? Quickly. Что это просто? Спрашивают, что дальше? А можно еще? Вот маршрут, как занимать их? Мне учат, а потом Practice. Необходима практика. Better to know a few slokas as well. Нужно меньше, хорошо. And if you first try to learn the sloka, Пытайтесь запомнить шлоку, learn the word for word, запомнить слово, то есть пословный перевод. get a good idea what the means says. Затем представление, говорится в комментарии And then write down a piece of paper what you know. И то, что понял, то You know it never again until you know it perfectly. если вы потом сравниваете, видите, что то, что вы написали, несовершенно, напишите еще раз, до тех пор, пока оно не станет совершенно. And then use the verse. Use it. И затем используйте этот, And if you really want to know it well, употребляйте. А если вы действительно хотите знать see хорошо, if you can repeat it backwards. попробуйте его повторить задом наперед. If you can repeat it backwards, then you know it even better. Если вы сможете его наперед повторить, то значит вы его будете знать еще лучше. And then you can repeat it every other word. И можно повторить число, Then every third word. и потом через два слова. Then every second word backwards. Потом каждое слово сзади наперед. Every third word. Через два слова сзади And наперед. by the time you're done, И когда вы уже это все закончите, even at night you'll remember the verse. то ночью вам будет сниться этот стих. Every time someone says hello, every time someone says hello to you, Каждый раз, когда к вам кто-то скажет привет, you'll repeat the verse. вы в ответ процитируете этот стих. Все? В одной из лекций настаивал на том, что весь свой ум и весь разум нужно сосредоточить на том, что истинного совершенства, и при этом он говорил, не обязательно думать о материальных приобретениях. Если вам положено, то вам просто придут и принесут, он приводит такой пример, если вам положено получить $1000, вам просто придут, принесут, дадут в руки. Вот как это. One lecture, Srila Prabhupada is mentioning that one should concentrate intelligence on achieving the spiritual perfection and not to concentrate oneself on material gains. If you have to receive to get some $1,000, they will bring to you and give hand, just give to your hands. Could you comment please? Who will give the $1,000? Anyone. Anyway, he mentioned that anyway money will be brought to you, given. So try it out, see what happens. Попробуйте. Посмотрим, как это получится. If it happens, you can get half. Если получится, вы можете мне половину. Okay, we'll just do a shot. Хорошо, мы сейчас будем разговаривать. This word for cookies. Печенье. Looks like a burn. Let's say burn. Подгорели. No, like burn. Рыбы подгорели. You have to eat the burn part. Подгоревшую часть можно делать. There's two sides. The good side
and the bad side. Смотрите внимательно, вот у него есть две стороны. Life, there's a good side Одна хорошая сторона, вторая плохая. and Как the bad жизнь. side. Как жизнь. Тоже одна хорошая сторона, вторая плохая. But you have to accept both sides. Но вам придется принять обе. Ну, подходите, подходите. Who made the cookie? Махарадж спрашивает, кто сделал. Кто печенье делал? А? Ничего страшного. Right from the road. Right from the road. Нет, есть еще и запрещено. Доступны диски Прахладананда Махараджа. Один называется «Воспевание святых имен», сборник лекций и семинаров о воспевании святого имени, практические советы и философии. И также есть два диска, которые распространялись в этом году на Крымском фестивале. Называется «Полный сборник семинаров» Его Святейшества Прахладананда Свами. Два диска. Кому интересно, подходите. Их можно приобрести за пожертвование. Слишком были счастливы. Hare Rama
Кришна.